Банкротство страны. Нефть дорожает, а дефицит России все равно растет. Нефть рванула вверх из-за войны на Ближнем Востоке, и многие решили, вот оно спасение для российского бюджета. Подождите, не так просто. Доктор экономических наук Игорь Липсиц, которого власти выгнали из страны и признали иноагентом за правду, объясняет, рост цен на нефть — это иллюзия спасения, а не само спасение. Потому что за красивыми заголовками скрывается жестокая математика, которая убивает любую надежду на восстановление российской экономики. Сегодня разбираем, почему нефтяной рост не помогает России и что это означает для всех нас. Напишите в комментах, что думаете. Может ли война в Иране реально спасти российскую экономику? Лайк, если тема зашла. Ваша реакция важна, потому что об этом не говорят честно ни российские, ни многие западные СМИ. Спасибо, едем дальше. Кто такой Игорь Липсиц и почему его слова важнее любой пропаганды? Игорь Владимирович Липсиц – один из основателей Высшей школы экономики, доктор экономических наук, человек, который создавал российскую экономическую систему 90-х и видел все ее взлеты и падения изнутри. Его выгнали из университета, признали иноагентом, вынудили покинуть страну. За что? За то, что говорил правду цифрами, а не пропагандой. За то, что не молчал, когда другие боялись открыть рот. Сейчас Липсиц дает интервью из-за границы, но продолжает отслеживать каждую строчку российского бюджета, каждую транзакцию, каждую попытку властей замаскировать реальное положение дел. В недавнем интервью на Breakfast Show профессор открытым текстом объяснил, почему рост цен на нефть из-за ситуации с Ираном — это временное облегчение боли, а не лечение болезни. Липсиц проводит четкую параллель с 91 годом, когда Советский Союз рухнул не от внешних врагов, а от экономического истощения. Горбачеву закончились деньги на покупку лояльности региональных элит. И страна, которая только что голосовала на референдуме за свое сохранение, развалилась за 3 дня. Руководство Советского Союза до последнего не верило, что такое возможно. Точно так же, говорит профессор, не верит сейчас Путин. Нефть дорожает, а Россия все равно в минусе. Как такое возможно? Соединенные Штаты 28 февраля начали военную кампанию против Ирана. Корпус Стражи Исламской революции объявил об ограничении судоходства через Ормузский пролив. Через этот пролив проходит 20% всей мировой нефти, и рынок немедленно отреагировал паникой. Нефть марки Brent в течение нескольких часов выросла более чем на 12%, поднявшись к уровню $73-85 за баррель. Рекорд за 7 месяцев. И сразу зазвучали голоса. Вот оно, Россия заработает. Нефть дорожает, бюджет наполняется. Война в Иране играет на руку Кремлю. Но Липсиц останавливает этот поток оптимизма одной цифрой. Дисконт на российскую нефть марки Urals в феврале 2026 года составил в среднем $26,5 за баррель. Это значит, что пока Brent торгуется по $85, Россия продает свою нефть по $58-60. Санкции, ограничения на страхование танкеров, принудительные скидки для Китая и Индии – все это съедает большую часть нефтяного роста еще до того, как деньги попадают в российский бюджет. Профессор озвучивает поразительный факт. Нефтегазовые доходы России в феврале 2026 года сократились почти вдвое по сравнению с прошлым годом, до 410 миллиардов рублей. А в январе они составили лишь 393 миллиарда рублей, что является минимумом со времен пандемии. Это происходит на фоне растущих мировых цен. Представьте, что было бы, если бы цены падали. Математика разрыва. Почему рост нефти не спасает бюджет? Эксперт в области энергетики Максим Гардус подсчитал оптимистичный сценарий. Если блокада Ормузского пролива затянется, Brent может вырасти до $110-120, а Urals — до $100-110. Дополнительный доход России — $517 миллионов в день или $1,5 миллиарда в неделю. Звучит как спасение? Но Липсиц делает холодный расчет. За весь январь 2026 года Россия получила нефтегазовые доходы чуть более $5 миллиардов. При оптимистичном иранском сценарии добавится $1,5 миллиарда в неделю. За месяц 6 миллиардов сверху. Но дефицит бюджета в январе составил $22 миллиарда. 6 миллиардов дополнительных доходов не закрывает дыру в 22 миллиарда.
Это как пытаться залить пожар стаканом воды. И это при самом оптимистичном развитии иранского сценария. Аналитики прямо говорят, маловероятно, что Иран сможет ввести успешную и неограниченную блокаду достаточно долго, чтобы Россия получила долгосрочную выгоду от текущего роста цен на нефть. Трамп планировал быструю кампанию, около месяца. Если так и выйдет, нефтяная премия для России окажется минимальной. Профессор резюмирует жестко. Рост нефтяных цен может принести России небольшую передышку. Месяца через 3 начнет поступать какая-то прибавка к доходам. Но это не решение проблемы. Это аспирин при онкологии. Боль на час приглушит, болезнь не вылечит. Бюджетная катастрофа. Цифры, которые не умеют лгать. Теперь смотрим на полную картину бюджетного коллапса. В январе 2026 года дефицит федерального бюджета России достиг 22 миллиардов долларов. Это на 3,25 миллиарда больше, чем в январе предыдущего года. Планировалось, что весь годовой дефицит составит 49 миллиардов долларов. За один месяц почти половина. Расходы составили 53 миллиарда долларов, а доходы упали до 31 миллиарда, минус 11,5% год к году. По оценкам аналитиков, дефицит бюджета к концу года может в 3-4 раза превысить официальные прогнозы и достичь 3,5-4,5% валового внутреннего продукта. Это катастрофа, которую невозможно прикрыть ни пропагандой, ни нефтяным ростом. Фонд национального благосостояния на грани истощения. Ликвидных денег почти нет, золото заморожено под санкциями. Агентство Рейтер предупреждает, резервов хватит лишь до конца 2026 года, после этого пустота. Ближний Восток, Украина, Трамп. Кто выигрывает от хаоса? Война в Иране имеет еще одно измерение, о котором Липсиц говорит прямо и без дипломатии. Дорожающая нефть ухудшит экономическую ситуацию в Европе, и европейцам будет труднее находить деньги для поддержки Украины. Это прямая выгода для Кремля, которую нельзя измерить только нефтяными доходами. Профессор называет это жестко. Трамп в этом смысле сыграл на руку Путину. Соединенные Штаты начали войну с Ираном, нефть подорожала, Европа тратит больше на энергию, у европейцев меньше денег на военную помощь, Россия получает передышку на фронте. Это не заговор, это просто цепочка последствий, которую любой экономист мог просчитать заранее. Кроме того, Иран экспортировал около 1,5 миллиона баррелей нефти в день, 90% в Китай. Если его поставки сокращаются, Китай начинает закупать больше российской нефти, и Россия может нарастить объемы продаж, частично компенсируя скидку объемом. Но и здесь есть ловушка. Европа все активнее говорит об остановке российских танкеров через датские проливы и Гибралтар. Если эти слова наконец превратятся в действие, нефтяная выгода испарится мгновенно. Малый бизнес и банковский террор. Агония изнутри. Пока власти считают гипотетические нефтяные доходы, малый и средний бизнес России умирает прямо сейчас. С начала 2026 года власти отменили большинство налоговых льгот, ввели обязательный налог на добавленную стоимость для компаний с выручкой от 10 миллионов рублей и подняли страховые взносы до 30%. Липсиц приводит наглядный пример. Если раньше в общепите можно было работать без налога на добавленную стоимость при 67 стульях, то теперь только при 24. Это уже не ресторан, а крохотная забегаловка. По всей России закрываются магазины, кафе, сервисы. История с пекарней Машенька стала символом катастрофы. Владелец обратился к Путину напрямую и запустил флешмоб национального масштаба. Параллельно власти строят механизм предотвращения банкрана. С 1 сентября прошлого года банки получили право без суда объявить любого гражданина недееспособным и заблокировать его деньги. Волна блокировок счетов захлестнула страну. Люди пишут Липсицу. За месяц дважды заблокировали карточку. Разблокировать нельзя, только перевыпускать. Россияне побежали за наличными. И теперь власти обсуждают лимиты на снятие наличных через банкоматы. Профессор иронично замечает. Любой запрет в России порождает новую коррупционную схему обхода. Скоро появится шикарный новый бизнес – теневые обменники цифровых денег. Сотрудники банков за взяточку разблокируют счет через нужного человека. Россия пронизана коррупцией на всех уровнях абсолютно. 3 сценария. От плохого к катастрофическому.
Липсиц раскладывает 3 возможных сценария. Все 3 плохие. Вопрос только в том, насколько. Первый. Иранская нефтяная передышка. Блокада затягивается, нефть растет до 110 и 120 долларов, Россия получает дополнительно 1,5 миллиарда в неделю. Это позволяет слегка залатать дыру и продолжать войну. Украина получает меньше поддержки. Для российско-украинского конфликта плохое развитие. Вероятность 20-30%. Второй. Постепенная деградация и северокорейская модель. Иранский конфликт быстро завершается, нефтяная премия испаряется, Россия возвращается к хроническому дефициту. Власти вводят контроль цен, нормирование, принудительную национализацию. Малый бизнес уничтожается полностью. Люди переходят на бартерную экономику. Я тебе починил автомобиль, ты мне поставил зубы. Именно то, что было в Советском Союзе, только без идеологии, зато с тотальной коррупцией. Вероятность 40-50%. Третий. Полный экономический коллапс. Война затягивается еще на год-два. Фонд национального благосостояния исчерпывается. Региональные элиты выходят из-под контроля Москвы. Банковская система рушится волнами. Инфраструктура деградирует. Россия повторяет путь Советского Союза, только значительно быстрее и хаотичнее, потому что нет ни идеологии, ни дисциплины. Вероятность 30-40%. Финальный удар. Слово остается за профессором. Игорь Липсиц заканчивает интервью словами, от которых становится не по себе. Некоторые скажут: вот, нефть подорожала из-за Ирана, Россия заработает, война продолжится. Да, может быть, временно. На 3 месяца, на 4, но это не лечение болезни. Это аспирин при онкологии. Дисконт в 26 долларов за баррель никуда не денется. Санкции никуда не денутся. Бюджетная дыра никуда не денется. И через 4 месяца все вернется. Только хуже, потому что время будет упущено. Реформ проведено не будет, а долгов прибавится. Профессор делает последний жесткий вывод. Россия не управляет своей экономикой. Ее судьбу определяют мировые цены на нефть, санкции, война, коррупция. Страна, которая 20 лет гордилась суверенитетом, теперь полностью зависит от того, закроет или не закроет Иран Ормузский пролив. Это и есть реальный итог 20 лет путинской политики. Если хотите знать правду о том, что реально происходит, без пропаганды с обеих сторон, подписывайтесь на канал. Здесь мы разбираем цифры, факты и реальные прогнозы. Ставьте лайк, пишите в комментах, может ли иранский нефтяной рост реально спасти российскую экономику. Спасибо, что досмотрели до конца. Берегите себя.